beni bırakıyor anne. Kürşat, ben herhalde ölüyorum kardeşim. Çok hastaymışım. Yarın test sonuçları çıkacak. Yarın? Eğer negatif çıkarlarsa. Benim gözlerimin önünde bana bunu nasıl yaptılar Leyla? Yok. Hayır ne olur bırak. Ne olur yapma. Tufan Bey. Tufan Bey. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что сделает Лейла, чтобы спасти Дживана, узнав о его болезни? Сможет ли Туфан Бей найти лекарство для своего сына Дживана? Как он отказался убивать Нека Нура? Примет ли Сиван то, что Мали и Нур сделают для него? Что они будут делать, когда узнают от Нур и Мали, что Сивану нужен новый брат или сестра, чтобы поправиться? Кто отправил видео Мали и Нур Туфану? Сможет ли Лейла убедить разъяренного Туфан Бея не убивать Нура? Сможет ли Сиван вырваться из лап этой болезни? Как Лейле удастся убедить Дживана обратиться за помощью к родителям, чтобы сохранить ему жизнь? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дживан выздоровел от смертельной болезни, которую он подхватил, и был очень счастлив с Лейлой, а Туфан Бей навсегда удалил Нур и Мали из своей жизни и не позволил своей матери страдать, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Лейла будет опустошена, когда узнает, что у Дживана серьезная болезнь. Эта болезнь поставит под угрозу не только будущее Сивана, но и его собственное будущее. Ее сердце будет разбито, когда она поймет, что жизнь, которую они мечтали построить вместе, висит на волоске. Однако Лейла предпочтет бороться, а не сдаваться своей боли. Она будет бороться со своей семьей, врачами и судьбой, чтобы не потерять любимого мужчину. Когда она поймет, что для спасения Дживана ей понадобится поддержка семьи, она отбросит свою гордость и постучит в дверь своей матери Семы Ханем и отца Сельмана Бея. Он попросит их о помощи, и этот призыв о помощи станет началом воссоединения не только Сивана, но и его собственной семьи. Болезнь Дживана станет большим испытанием и для его отца Туфан Бея. Теперь Туфан в полной мере испытает чувство к отцу, которое он подавлял годами. Хотя страх потерять сына съедает ее изнутри, она постарается сделать все возможное. Ради Сивана он приложит усилия, которых никогда раньше не прилагал. Он встретится с представителями частных больниц и врачами-специалистами за рубежом и, если потребуется, поставит на кон свое состояние. Он сделает все возможное, чтобы Сиван выжил. Возможно, впервые она окажется на одной стороне с Лейлой. Эта общая борьба растопит лед между Туфаном и Лейлой и сблизит их. Решение Нека в последнюю минуту прекратить убивать Нур на свалке принимается под влиянием Лейлы. Лейла, стоящая перед Нур и требующая отчета за то, что она сделала, направляющая на нее пистолет, но затем сдерживающая себя и не нажимающая на курок, заставит Нека тоже задуматься. Ребенок в утробе Нур станет одним из важнейших факторов, который остановит Нека. Он не захочет, чтобы пострадала еще одна невинная жизнь. Кроме того, подавление Лейлы чувства мести внутри себя с помощью любви также укажет Нека другой путь. На этот раз Нур будет одинок во всех смыслах. Нур и Мали снова появятся на сцене под предлогом оказания помощи Дживану в этом процессе. Но их намерения не будут невинными. Нур даст надежду на спасение Дживана, используя ребенка в своей утробе. Мали также поддержит план Нура и попытается добиться их прощения. Однако теперь Сиван сможет ясно увидеть, насколько фальшивы эти два человека. Его не обманут ни слезы Нур, ни лицемерная искренность Мали. У тебя не останется искорки, чтобы простить их. Отныне он будет доверять только Лейле. Когда врачи дают надежду на выздоровление Сивана, этой надеждой будет возможность получить подходящую ткань от брата или сестры. В этот момент ребенок в утробе Нур станет важным. Однако такое развитие событий обернется преимуществом в руках Нура. Он попытается снова связаться с Туфаном и получить финансовую выгоду от ребенка.
Туфан сойдет с ума от злости на оппортунизм Нура. Этот гнев заставит его высвободить эмоции, которые он держал внутри себя годами. В этот момент на телефон Туфана Бея поступит видео, на котором Нур и Мали занимаются любовью, и которое показывает, что они были вместе много лет назад. Эти кадры шокируют не только Туфана, но и всю семью. Скорее всего, это видео прислала горничная в доме Кадер. После того, как Ферда узнает от Мали, где Нур спрятала золото, она встретится с ней лицом к лицу и решит раскрыть правду. Благодаря этому видео маска Нур будет полностью снята. Туфан увидит во всей своей наготе, какую гнусную игру затеял Нур. Когда он посмотрит в глаза Нур, он поймет, как она обманывала его на протяжении многих лет. Его гнев теперь достигнет неконтролируемого уровня. Его сердце сожмется и ему станет плохо, но он все равно откажется от идеи убить Нур благодаря Лейле. Лейла станет женщиной, которая за свою жизнь перенесла много боли, получила множество ран, но каждый раз смогла встать на ноги. Однако после потери матери, Семы Ханем, внутри него образовалась пустота, теплых объятий, в которых он искал убежище с детства, больше не будет. После смерти матери она будет чувствовать себя опустошенной, беспричинной и беззащитной. Госпожа Сема была не только матерью, она была для Лейлы самой большой поддержкой, единственным человеком, который направлял ее на протяжении всей жизни и поддерживал ее жизнь. Его отсутствие создаст непоправимую пустоту во внутреннем мире Лейлы. Пока она оплакивает эту потерю, перспектива потерять Дживана увеличит бремя на плечах Лейлы в геометрической прогрессии. Потому что Дживан не просто любовник Лейлы, это была мечта о том, чтобы вместе построить новую жизнь и обрести уверенность в будущем. Разрушение этой мечты вызовет второй смертельный эффект в сердце Лейлы. Буря, которая разразится внутри него, еще больше усилится с этим вторым разрушением, которое придет после смерти его матери. Однако на этом этапе, вместо того, чтобы окончательно потерять себя, Лейла попытается преобразовать свою боль. Потому что величайшим наследием, которое он унаследовал от своей матери, будет умение стоять прямо при любых обстоятельствах. Он будет бороться до конца, чтобы сохранить жизнь Сивану. Он будет цепляться за врачей, методы лечения и даже за вещи, в которые он вообще не верит. Он будет молиться за жизнь Сивана, он будет сдавать кровь, он будет искать надежду. Возможно, она подумает, что единственный способ заполнить огромную пустоту, образовавшуюся внутри нее после смерти матери, это сохранить жизнь Сивану. Но если Дживан потеряется, это вызовет эмоциональный срыв у Лейлы. На этот раз восстановиться будет гораздо сложнее. Эта сильная позиция будет разрушена. Он внезапно окажется посреди тьмы, тишины и одиночества. Он не сможет ни вернуться в прошлое, ни отправиться в будущее. В этот момент в игру вступают незавершенные отношения и поддержка из прошлого. Его отец Сельман Бей и его братья и сестры попытаются взять его за руку, чтобы вернуть его к жизни. Может быть, на этот раз даже Туфан Бей отнесется к нему как к отцу. Благодаря духу Семы Ханем, памяти Дживана и всей оставшейся в ней любви Лейла снова научится ходить. Но этот путь будет долгим, тернистым и болезненным. В итоге, если Лейла потеряет Дживана после потери своей матери Семы, эти две потери потрясут ее и глубоко ранят ее душу. Но благодаря любви внутри Лейлы, стойкости, которой она научилась у своей матери, и поддержке окружающих ее людей, она постепенно научится жить с этой болью. Ему придется жить, потому что теперь его надежда понадобится тем, кто остался. С другой стороны, Лейла продолжит борьбу за свою мать Сему Ханем. Он будет ходить от врача к врачу с последней надеждой вылечить ее. В результате обследований, проведенных в больнице, им сказали, что существует другой метод лечения. Эта надежда снова принесет свет в сердце Лейлы. Теперь ей предстоит сражаться на два фронта, чтобы сохранить жизнь своей матери и любимому мужчине. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким уставшим, но никогда не чувствовал себя таким сильным. Болезнь Сивана по-прежнему будет серьезной. Однако благодаря вере, любви и борьбе Лейлы они вместе выдержат эту трудную битву. Лейла снова становится ближе к своей семье, Сема Ханем реагирует на лечение, Туфан мобилизуется ради сына, и все рушатся.
Тема исцеления, прощения и начала новой жизни теперь будут в центре истории. Лейла попросит помощи у семьи Дживана и будет бороться за его жизнь. Туфан Бей сделает все необходимое, чтобы спасти своего сына. Под влиянием Лейлы Нека откажется от убийства Нура. Помощь, которую Мали и Нур предлагают Сивану, последний не примет. Когда выяснится, что ребенок в утробе Нур может быть надеждой для Дживана, начнутся новые расчеты. Видео, отправленное Туфану, станет актом мести Ферды. Когда Туфан собирается убить Нура, Лейла остановит его и сохранит рассудок. Дживан получит наибольшую поддержку от Лейлы в своей борьбе с болезнью. Лейла будет бороться изо всех сил, чтобы сохранить жизнь и своей матери, и Дживану. Эта борьба сделает его еще масштабнее. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.